Вот, собственно, и все, что я мог и хотел вам доложить по этой большой теме, очень нехорошей теме. Но, наверное, все-таки необходимо отреагировать. Я все-таки ожидал, что их будет меньше. Нет, их оказалось много. А в комментах, я это записываю на тот момент, когда уже на первой серии там что-то 4500 комментариев. Не один и не два, а сотнями вывалилось то, чего я надеялся. Может, это уже закончилось. Может быть, хотя бы на этом канале, ну, понятно, все-таки публика отнюдь не среднестатистическая. Нет, и сюда прибежали, и сотнями в комментах пишут: да если я бы там был, я бы их всех передушил, да вообще, да они должны сказать спасибо, что живых оставили, да после того, что они у нас сотворили, да вот то, да вот все, да вот кровь у детей высасывали, да после этих всех надо было до одного перебить. Я считаю, что наличие таких настроений, это нельзя назвать образом мышления, говорит о том, что все, что было мною выше сказано по поводу дикого одичания советского народа, есть и совершеннейшая правда. Если даже сейчас, в 21 веке, люди, которые сидят в теплом помещении, перед компом, кого лично никого не убили, не ограбили, если они понимают слово «месть» и «отмщение» вот так вот, то есть, значит, отомстить за военные преступления гитлеровской армии, это значит ворваться в страну, убивать сотнями тысяч женщин, не имеющих никакого отношения к этим преступлениям, убивать детей, и это и есть месть. Ну, это образ мышления. Слово «дико» здесь совершенно уместно. Это способ восприятия мира. Ну, наверное, для каких-то дичайших племен Амазонии, там, может быть, где-то в джунглях Конго живет какое-то племя неизвестной науки, находящееся на этапе перехода от шимпанзе к первобытному человеку. Может быть, они понимают слово «месть» и «отмщение» именно так. Простите, но с самыми первыми зорницами цивилизации эти представления уже поменялись. И это зафиксировано на бумаге. Это зафиксировано в тексте, который известен по меньшей мере 1 миллиарду людей на Земле. В большинстве стран цивилизованного Запада текст этот лежит на прикроватной тумбочке в каждой гостинице. Ну, по-русски это называется Ветхий Завет. Это древнееврейская Тора. Это написано 3000 лет назад, 30 веков. Это бесконечная глубина истории, это всеобщая дикость. И писался этот текст в обществе полудиких пастухов. Извествовали эти полудикие пастухи и их цари ничуть не меньше, чем ассирийские, вавилонские, всякие прочие цари. И замечательно этот царь Давид, весь такой красивый, голый, как его изваял Микеланджело. Увидел чужую жену, забрал себе, мужа отправил на смерть. Полудикие люди, но даже эти полудикие люди 30 веков назад уже все-таки написали текст, в котором сформулировали некие требования, как надо обращаться с женщинами противника на войне. Очередная цитата, в данном случае уже из Торы. «Когда выйдешь на войну против врагов твоих, и Господь Бог твой предаст их в руки твои, то есть даст тебе победу, и возьмешь их в плен, и увидишь между пленными женщину красивую видом, и полюбишь ее, и захочешь взять ее себе в жены, то приведи ее в дом свой. И пусть она стрижет голову свою, обрежет ногти свои, снимет с себя пленническую одежду свою». Что это такое? Это траур. «И живет в своем доме, и оплакивает отца своего и мать свою в продолжении месяца. И после того ты можешь войти к ней и сделаться ее мужем, она будет твоей женою». Это не секс без обязательств. Это она будет твоей женою со всеми правами жены. Продолжаю. «Если же случится, что ты не захочешь ее, то отпусти ее на свободу. Не продавай ее в рабство и не превращай ее в твою рабыню. Ведь это же ты принудил ее». Это написано 30 веков назад. В последующие века мудрецы разъясняли этот текст по поводу месяца так. Требование не трогать ее месяц дано к тому, чтобы мужик, разгоряченный боем и кровью,
успокоился, как говорится, отошел, и решил, ну зачем мне жена из чужого народа, когда у меня есть моя одна, или две, или три, или четыре моих нормальных жены. Зачем мне еще ее? Надо ее отпустить домой, пускай идет. 30 веков назад, 10 веков назад, правда Ярослава, первый известный свод законов Киевской Руси, да, он предполагал кровную месть, там было четко ограничено, что мстить могут только дети, родители, дядя, племянник. Уже дети Ярослава вообще отменили и запретили правила кровной мести. Если кому интересно, вот мне было интересно, поискал, нашел в интернетах. Вот такой замечательный текст, написанный двумя дагестанскими, чеченскими историками. История кровной мести в Чечне. Там все очень подробно написано. Почитайте для любопытства. Кровная месть – это не беспредел. Кровная месть по-чеченски – это не беспредел. А беспредел – это не кровная месть. Это жестокая, это очень жестокая игра для как-то засидевшихся в подростковом возрасте мужчин. Но это игра по правилам. И, конечно же, объектом кровной мести не могут быть ни женщины, ни дети. Это занятие для мужчин, которые разбираются между собой по определенным жестким правилам. Я абсолютно не сторонник кровной мести, разумеется. Я, безусловно, считаю, что монополию на насилие должно иметь государство, а судить людей за преступление, личное преступление данного конкретного человека должен суд на основании законов. И вообще говоря, убийство по мотивам кровной мести и в Советском Союзе, и по законам Российской Федерации, вообще говоря, считается отягчающим вину обстоятельством, но в любом случае, жестокая мужская игра под названием «Кровная месть» не имеет ничего общего с массовыми убийствами и изнасилованием женщин и детей. Если это еще надо объяснять, чем-то аргументировать, если люди, российские люди, не стесняются, я же за язык-то не тяну, бежать и кричать, что да, конечно, всех бы надо было перебить, был бы я там, я бы всех и перебил, то я вынужден в очередной раз прийти к той печальной мысли о том, что есть большая разница. Есть большая разница. То, что для немцев, для немецкого народа, вот эти 12 лет гитлеровской диктатуры в тысячелетней истории Германии и немецкого народа, для немцев это был короткий эпизод, приступ временного умопомешательства, умопомрачения, то для того страшного монстра под названием советский народ, какового монстра произвели большевики, колдуя над трупом убитой Российской империи, то для того народа это похоже, что его имманентное состояние, нормально, ему присущее. Немцы ужаснулись содеянного, когда об этом узнали, а многие не знали, реально. А когда узнали, ужаснулись, искренне раскаялись, много-много платили и продолжают платить. Я имею в виду не то, что с них взяли репарации, тогда их никто не спрашивал, хотят ли они. Но после этого десятки лет граждане ФРГ голосовали, избирали Бундестаг, и их представители в Бундестаге принимали законы, на основании которых Германия потратила колоссальные деньги, абсолютно добровольно, ее никто не принуждал. На помощь Израилю, на помощь жертвам Холокоста, на помощь тем, восстановление того, сего. Построили 100-500 мемориалов памяти, провели необходимые работы в школах со всеми детьми, взрослыми и так далее. И твердо решили никогда больше, и в своей конституции новой демократической Германии записали пунктом 1. С этого она начинается. Достоинство человека неприкосновенно. А вот эта вот страна-победительница, в худших, конечно же, ее представителях, но очень шумных, ходит и кричит «можем повторить». И вот это свое повторное оскотинивание называют удивительным образом вставание с колен. Вставание с колен. Если бы я был человеком религиозно верующим, я бы сказал, что Бог очень обиделся, рассердился на Россию и решил ее все-таки наказать, лишив ее жителей разума. Поскольку я человек атеист и неверующий, то на это мне больше добавить нечего. Спасибо вам за внимание и терпение.